Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как я вяжу вот такие тапочки. Тапочки я вяжу из остатков пряжи. Их можно носить и как шлепанцы, и как тапочки, как вам удобно. И сейчас я вам покажу, как я их вяжу. Тапочки у меня связаны размером на 38, 39 и также можно на 40. Они по ходу эксплуатации немножко могут растягиваться, смотря как вы свяжете. Если свяжете туго, они не будут растягиваться. Если немножко слабо, они немножко растянутся. И сейчас мы рассмотрим вязать с подошвы этих тапочек. Я вяжу вот такие квадратики. Размер этих квадратиков 9-9,5 сантиметра. Это я уже знаю, что для меня именно нужен такой размер. И сейчас я вам покажу. Я сделала здесь такую вот заготовочку. Крючок у меня 3,5. Вяжу я подошву полустолбик без накида. Я не буду вас учить, как вязать крючком. Я сама не умею. Я умею вязать только тапочки. Поэтому я вам просто покажу, как я их вяжу, как я их собираю. А вам уже самим решать, как что вязать. Вяжем без накида. Я вяжу вот таким способом. Желательно, чтобы было потуже, чтобы они потом у нас не вытягивались, не растягивались. Нитки я беру потолще, вот несколько слоев ниточек подбираю. И вот так вяжу. Обычно заготовочки я делаю тогда, когда сижу, телевизор смотрю. Остатков пряжи бывает очень много. И я их подбираю, складываю и вот так вот вяжу. Заготовочки у меня всегда есть. Потом беру и собираю тапочки. Ну, где-то вот так я их вяжу, эту подошву. Ну, здесь я уже сделала вот такие заготовочки. Это боковые части. Это на задник. Ну, а вот эту часть я вам сейчас покажу, как ее я вяжу. Я приготовила вот такую заготовочку, чтобы не тратить ваше время. Вот середочку, вот эту. Я здесь вяжу уже с накидом. И здесь нам необходимо провязать 16 столбиков с накидом. Я вяжу вот так. Тоже желательно вязать потуже. Ниточки я взяла тоже толстые. Вот в 2 ниточки взяла. Это тоже остатки у меня пряжи, от чего-то не помню. Середочка наша готова. Теперь мы берем другого цвета ниточки и начинаем вязать. Ниточки я взяла в 3 ниточки, тоже не тоненькие. Сейчас закрепим мы здесь. И вяжем теперь с накидом. Провяжем 6 столбиков с накидом. Провязали 6 столбиков. Теперь через 4 вяжем. Также делаем накид. Раз, два, три, 4. Между 4 и 5 и вяжем. И также мы провяжем 6. Дальше через 4 и еще раз через 4. Мы их провяжем. Вот такая середочка у нас получилась. И сейчас мы берем другого цвета ниточек и продолжаем вязать. У меня в данный момент вот такая пряжа. Я ее беру в 4
ниточки. Находим вот здесь середочку и вяжем. Сейчас мы ее закрепим здесь. И здесь также мы вяжем 6 столбиков с накида. Так, провязав 6, мы переходим вот сюда в середочку. И здесь продолжаем вязать также 6 столбиков с накидом. Затем, провязав здесь 6, мы переходим вот сюда в середочку, 6 вяжем. И так мы вяжем до конца, обвязываем наш квадратик. Квадратик наш готов. Теперь нам необходимо собрать вот такой тапочек. Это у нас центр, это по бокам, это задник, а это вот будет подошва. Начнем вот с этой части нашего тапочка. Я обычно отсюда начинаю. Теперь нам необходимо соединить вот эти два квадратика. Я беру нить белого цвета в 2 нити. Нахожу вот здесь центр и соединяю вот с этим уголком. Я вам покажу, как я делаю. А как вы считаете нужным, это решать вам самим. Я буду соединять полустолбиком без накида. И так нам нужно соединить вот этот уголочек вот с этой середкой. Вот мы дошли до этого уголочка. Здесь я из одной дырочки провязываю 3 полустолбика. И у меня получается вот так. Как бы уголочком, но получается посимпатичнее, чем я бы провязала по-другому. И теперь я буду соединять до вот этой части. Соединили мы эти 2 детали. Теперь продолжаем. Нам необходимо соединить вот эти 2 детали. Смотрим, чтобы у нас уголочки с серединой вот этого квадратика совпадали. Мы соединили вот эти 2 квадратика. Теперь нам необходимо продолжить соединять вторую часть подошвы. Мы ее соединим вот с этой стороной этого квадратика. Вот так приложим и будем соединять. Также середочку и с уголочком. И полустолбиком без накида. Соединим, чтобы вот эти уголочек у нас совпал вот с этой середочкой. Соединили мы с вами эту часть. Теперь нам необходимо соединить вот эту часть вот с этой подошвой. Мы сейчас вот так кругом ее соединим. Также обвяжем полустолбиком без накида. Ну вот, пяточка наша уже готова. Теперь нам необходимо вот эту часть вот к этой части присоединить и вот к этой. То есть вот так мы его сейчас присоединим, чтобы у нас получился тапочек. Когда мы соединяем наши квадратики,
на подошве мы тоже должны соединить. Можете взять ниточку с иголочкой, сшить, но я делаю немножко попроще. Я соединяю этой же ниточкой. Где-то вот так примерно. Поверьте, оно будет очень крепко и не порвется, если вы будете думать, что в этом месте может порваться. Нет, подошва будет держаться очень крепко. И продолжаем дальше наши квадратики соединять. Нижнюю часть тапочка мы обвязали. Теперь переходим на верхнюю. Не отрывая ниточки, мы сейчас с вами соединим вот эти две детальки. Постараемся, чтобы вот здесь вот серединки у нас совпали. И затем отсюда мы пройдем, обвязывая вот эти части, дойдя до серединки вот этого квадратика. Обвязав край наших деталей, мы дошли вот сюда до середины. И теперь соединяем вот в этом месте наши детальки. И потом вот здесь провяжем. Я соединяю этой же ниточкой. Ну, примерно вот так, чтобы они держались покрепче. Где-то вот так. И теперь продолжаю соединять вот эти две детали. И мы закончим соединять вот в этом месте. Тапочек наш готов. Вот так я его сшиваю, не отрывая нить пряжи. Если вы внимательно посмотрите, то и у вас все получится. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч!